Какая первая ассоциация возникает у тебя при упоминании Соника? Синий еж? Герой на 7 изумрудах? Лучшая франшиза в мире? Не, уж точно он крепко связан со скоростью. Но раз он в первую очередь игровой персонаж, а не кинематографичный, то испедрать его должно быть достаточно интересно. Я сам являюсь фанатом такого формата игры, всячески пытаясь пройти свои любимые игры максимально быстро. Конечно, до мировых рекордов недалеко, но для самурая важен сам путь, а не итоговый результат. Sonic Superstars я неоднократно пытался заспидранить, но быстрее чем 1,5 часа никак не получается. Решил заглянуть на YouTube, и полное прохождение игры за 40 минут повергло меня в шок. Всем привет, с тобой Андрей Марас, и все же, как спидранеры сломали Sonic Superstars. Возможно, ты заметишь, что футажи будут странными, это все от того, что я их нагло спиздил, не спросив разрешения, ибо достигнуть их высоты я так и не смог. И чтобы до меня не подкопались, видеоряды были взяты с YouTube каналов как Сакимас и Трой. Спасибо за рекорды, вы легенды. Меня всегда интересовала категория NPC, то есть для быстрого прохождения можно использовать все возможные баги игры, уловки, ведь всегда интересно смотреть, как спидранеры находят дыры, полностью кромсают игру, а потом мерятся длиной своего времени. А ты потом сидишь с помни и такой: как? Как это возможно? Как они вообще нашли эти баги? Почему у меня не получается так же багаюзить? Грустная скобка. В данный момент рекордное время составляет чуть менее 40 минут. И у тебя точно мог возникнуть вопрос: а как Superstars возможно пройти за такое время, когда одни босс-файты длятся столько же, если их при этом идеально проходить? Многих я могу обрадовать, но уже существуют такие спидраны, которые позволяют скипнуть всех боссов в игре, в том числе финального Экмана и всеми любимого Фэнга The Trip. Ну ладно, думаю, тебя разодорил, и мы можем приступить к самим спидранам, но сначала я хочу поблагодарить Диану Маки и Артема Харужева за подписку на бусти уровня Высшая форма жизни, а также Коры Кун, Сергея Ахонко, Дениса Глизидинова, Нямку и Дмитрия Григоница за оформление бесплатной подписки на бусти. А теперь точно приступаем. И перед тем, как начать пробег, стоит выбрать среди Соника, Тейлза, Наклза и Эми такого героя, с помощью которого можно устроить максимально быстрый забег. И как ты думаешь, кто им является? Соник? Он же является самым быстрым персонажем с дроп-дэшем, и за него логичнее можно быстрее пробежать. Если ты так подумал, то ты стопроцентный нуба в спидранах. И если вспомнить топы спидранов Мани, последние 2D игрой по Сонику до суперов, то кроме Тейлза и Рэя в топах рейтинга вряд ли кого-нибудь найдешь. А все из-за того, что способность к полету Лиса просто-напросто ломает весь платформинг двумерного Соника. Вот он! Настоящий Сигма, который кладет на эти такашины платформы ловушки. Он просто взлетает, скипает это все и по приколу ломает все стенки на своем пути. А с этим я немного поторопился. Выбрали мы Тейлза, и вроде бы уже пора начать забег. Но не торопись, ковбой. Для начала тебе стоит идеально выучить всю карту уровней. Где что находится, в каком месте спрятан необходимый буст, где необходимо ускориться, прыгнуть, приземлиться, заюзать изумруд хаоса и прочее. Ну, в общем, задротская штука, которую мы, естественно, скипнем, ведь она занимает не практики и теории. Мы же сюда пришли смотреть, а не играть. Еще нельзя забывать перед самым финишем тормозить возле таблички, чтобы после ее пересечения она прокрутилась как можно быстрее, сэкономив пару секунд с каждой локации. Мелочь, а приятно. Перед тем, как пройти этот уровень, нам надо заполучить синий изумруд хаоса. Если кто до сих пор не знает, Sonic Superstars с изумрудом хаоса дали уникальные способности, зависящие от их цвета. Подробнее о них я объяснял в своих шортсах, поэтому я не буду на них долго останавливаться. Напомню, что в моем рейтинге красный изумруд, что находится в скоростных джунглях, и синие заняли топ-2 в полезности. И я как в воду глядел. Во время спидрана мы будем находить именно их, а на остальные забьем. Теперь уж точно затронули все стартовые нюансы, а значит погнали. Мостовые холмы не получится как-то скипнуть, тут только на ножках, либо же хвостах придется добираться до финиша. Но есть одна забавная фишка. За 11 секунд от старта мы добираемся до большого кольца и подбираем там изумруд хаоса. Но вместо того, чтобы дожидаться прогрузки экрана, нахождения изумруда, а после и обучения по его использованию,
использованию, просто перезапускаем уровень. Изумруд хаоса уже у нас в кармане, и вместо траты лишних 30 секунд на это и появления на месте кольца, мы просто проходим уровень по верхней части, заново подбираем появившийся телевизор с ускорением и за 40 секунд пробегаем первый акт. Даже гигантский пингвин не успевает появиться раньше героя. Второй акт ничем особо не выделяется. Так подбираем босс и долетаем до Эгмана. На второй стадии босс-файта используем синий изумруд и отправляемся в джунгли. Подбираем на первой локации красный изумруд, перезапускаем уровень как по тактике синим и с этого момента начинаем творить грязь. Под грязью я подразумеваю то, что благодаря красному изумруду появляется способность метеора, с помощью которого можно спокойно скипать все платформы и как можно быстрее лететь в воздухе. Но не забываем о том, что изумруд действует не бесконечно, а значит нужно как можно быстрее спамить кнопку заряда, чтобы пролететь как можно дальше. Но одно дело скипнуть платформинг, а другое целых боссов, которые проходятся в этой игре очень долго. Благодаря способности Тейлза к полету, телепортации красного изумруда и нескольких дыр, которые случайно появляются во время перехода игры к катсценам, смене физики, либо же недоглядки разрабов, боссы просто не появляются, благодаря чему может сохранить кучу времени, а в случае с финальным боссом и нервные клетки. К примеру, чтобы скипнуть стрекозу, надо буквально на углу переходовки локации к боссу попытаться пролезть в полете, а потом, использовав метеор, завершить уровень. Изи, но такое про скип железной няни не сказал бы. На месте с бесконечным каньоном попасть за текстуры очень сложно. Надо во время падения попытаться залететь с первой же попытки, иначе стамины не хватит пролететь Эгмана и босс-файт все же начнется. Звучит просто, но признаюсь, этот скип у меня не получалось осуществить. Либо у меня Тейлз не мог залететь, либо стамины не хватало и скрипты на босс-файт срабатывали. Ветреный храм — это самая простая локация. Становится под крутящимся колесом, на стыке активного объекта и обычных платформах отсутствует коллизия. Спокойно пролетаем, и как раз у нас красный изумруд идеально перед точкой сохранения уходит в КД. И последняя важная механика игры. Если какой-нибудь изумруд хаоса был использован, то чтобы откатить его перезарядку, надо пройти через сохраняшку. Но если изумруд используется, но он еще не в откате, а этот лайфхак не сработает. Поэтому во время спидрана надо простраивать идеальный путь, чтобы сразу после использования метеора проходить сейф и снова активировать красный изумруд. Поэтому идеально знать карту очень важно. Иначе не то что о рекордах, просто о спидранах не стоит думать. И будешь эту локацию проходить не 1 минуту, а целых минут 5. Вот-вот. Чтобы не затягивать ролик, я не стану подробно разбирать каждый скип, а только интересные части, потому что дальнейшая стратегия будет однотипной, где меняться будет только за текстуре, где просто надо заучить места влета, как и стратегию прохождения карт. Но, к сожалению, мы не всегда будем играть за Тейлза. В лагуновом городе нас заставят взять Эми, а значит у нас будет доступен вместо полета двойной прыжок. Но это не так и плохо. Главное перед финишем не провалиться в эту яму, иначе минуту в никуда профукаешь. А тайминги после подбирания трип играют важную роль. Так прыгать на второй фонтан, чтобы пройти его за 1 прыжок, заранее выжидать падения фруктов, чтобы пробежать эту локацию с ускорением, не тратя темп. В песчаном святилище есть скип уровня, похожий на храм, когда между движущимся объектом и ровными платформами нет коллизий, благодаря чему очень долгий босс-файт с помощью метеора скипается без проблем. Хочу отметить очень интересный и странный скип в Золотом городе, акте 2. В самом конце локации, где находятся 2 платформки перед битвой с Фэнгом, закоден так криво, что если отойти немного в сторонку и упасть в самый низ, платформа не то что ломается, она ломает все скрипты уровня. Отчего она движется со скоростью игрока. Физика в игре отключается, и сам босс-файт так и не начинается. Хоть мы и будем лететь по полю битвы. Если весь киберспейс получается пройти в районе 3 минут, где треть пробега это ровная пустая поверхность, то в замерзшей базе, сразу выбрав уровень за Тейлза, получается официально, без богоюза, скипнуть первый акт и устремиться в космос, типичной тактикой босс-файтов в Сонике. Встань в упор с врагом, стреляй в него, получай урон. Но главное, не теряй последнее колечко, иначе пацаны, начинаем игру заново.
Так мы доходим до финальной локации, которую с набитой рукой на предыдущих уровнях уже не так сложно пройти. А во втором акте как раз наступает та самая часть, которую многие могли посчитать байтом. Но все же, как скипнуть финального босс-файта, когда эта битва это вообще отдельная локация. Тут ситуация схожа со второй главой Poppy Playtime, когда разработчики забыли в начале игры добавить стенку, от чего можно было скипнуть почти всю игру, пройдя через нее. В нашем случае, в конце локации, на текстурах, находится капсула. Да, тебе не послышалось? На последнем лазере ровно под таймером находится капсула, которой там быть просто не должно. Видимо, сам Такаши так и не смог пройти финального Эгмана, поэтому он и решил ее добавить, чтобы не тратить кучу часов на безуспешные попытки. Ведь прыгая на нее, уровень автоматически завершается и начинается катсцена с побегом из крепости Эгмана. И все, менее чем за 40 минут Сакима смог пройти Story Mode, скипнув практически все битвы с боссами и поломав некоторые скрипты на повал. Но если ты думаешь, что быстрее всего можно пройти Суперстар за Тейлза, то я посмеюсь тебе в лицо. Потому что быстрее всего и немного еще проще игра проходится за Трип. А это, между прочим, тот же Story Mode, но с повышенной сложностью. Но есть одно условие. Надо заранее собрать все изумруды хаоса за Story Mode, чтобы во время спидрана можно было принимать суперформу. А собрать их и не очень так сложно. Для ньюфагов я напомню, что в своей суперформе 3 превращается в дракона, которая может летать, но не так, как Тейлз. Она не устает каждые 5 секунд. А еще как приятным бонусом она выпускает фаерболы. Из-за того, что она без устали может летать, а это позволяет буквально вылетать за границы карты. Поэтому из-за собранных изумрудов хаоса Story Mode и боевой суперформы спидраны за 3 проходить просто кайфик. Как пример, во втором акте мостового острова пробегаешь весь уровень и перед локацией с боссом просто вылетаешь за границы игры. Она пытается тебя вернуть назад, а ты просто вплотную становишься к стене и моментально телепортируешься к капсуле. Изи. И даже не надо пытаться попасть хвостами в угол текстур, где надо иметь хотя бы минимальный скилл. И так на протяжении всей игры. Как можно раньше собрать 50 колечек, использовать супер, забраться как можно выше, ломая камеру с игрой и лететь быстрее Соника. Так можно еще немного побогоюзить, если нет возможности взмыть как можно быстрее. Во время перехода в суперформу хитбокс у Трип увеличивается, отчего, стоя вплотную с объектом, она автоматически уже в нем, благодаря чему ты попадаешь за текстурье. Еще один балл в копилочку профессионализма кодеров Sonic Team, ведь без них спидранерам пришлось бы искать другие пути обхода. И чередуя эти способности друг с другом, получается преодолеть всю игру, причем реально быстро. Единственное отличие заключается в том, что во время падения первой платформы на базе Эгмана надо как можно быстрее залететь в центр стены. Там Sonic Team сделал отсылку на разработчиков Poppy и решила не делать стенку. А дальше все идентично повторяем. Даже секретная капсула находится там же. Отчего финального Фэнга, прохождение которого многих игроков вызывает невероятную сложность, скипается. Знали бы мы об этой фиче раньше, сколько нервных клеток сохранили бы, хоть он у меня и не вызывал особой сложности. И на данный момент Суперстар за 30 смогли пробежать за 36,5 минуты, что выглядит и звучит крайне безумно. Особенно, когда у меня первое прохождение заняло вроде бы часов 6, и то за Story Mode. Так в чем же заключен главный смысл ролика все-таки? Конечно же, поделиться моей любимой темой, спидранами в играх, в частности с Соником. А во-вторых, попустить всех нытиков, которые жалуются, что Соник и скорость понятия несовместимые. Из недавно вышедших платформеров я играл только Superstars и Mario Wonder. И если первое прохождение этих игр у меня заняло плюс-минус одинаковое время, то почему-то за грибоеда быстрее часа 23 минут пока не прошли. А по сравнению с Соником, конкуренция спидранеров Марио крайне велика, отчего игра была многими обследована на всевозможные дыры и лазейки, что и повышает скорость нахождения идеальных путей прохождения вместе с конкуренцией, где попадание в топ-места исчисляется в секундах. Надеюсь, тебя заинтересовала тематика спидранов, и любители скоростного Соника, хотя, как правило, Тейлза, станет гораздо больше. А может ты, как и я, попробуешь пробежать Суперстарс хотя бы за час, смеясь всем боссам в лицо, хоть за игру ты их так и не встретишь. А с тобой был Андрей Марас, а я погнал как можно быстрее за цветами. Ведь завтра 8 марта, если ты, конечно же, истинный подписчик и не смотришь ролик в день выхода, а не как ложки ансабы в записи.